Всем привет, я Алексей Тефеев и уже 5 лет работаю в программе SolidWorks. Кроме нее работал также во Fusion 360 и Plasticity 3D. Autodesk Inventor, мой брат в нем немного работал. Это по сути тоже Fusion 360, но с немного более сложным интерфейсом. И также имел возможность немного ознакомиться с Siemens NX, в котором брат делал некоторые детали. А также проводил простые анализы в ANSYS Discovery. Как видите, у меня есть некоторый опыт в CAD-программах. Я делал несколько средних по сложности проектов, помогал папе. Так что есть что сказать о SolidWorks и его отличиях от других CAD-программ. Одно из преимуществ SolidWorks – это его интерфейс. У него достаточно интуитивный и объемный интерфейс. Здесь есть множество различных функций, которые подписаны. У многих функций есть объясняющие видео, вот как, допустим, Extruded Base Boss, которое показывается, что функция делает. А снизу подписано вкратце, зачем она нужна и как работает. Даже на иконках самих функций нарисовано то, что они делают. Допустим, здесь нарисовано на Extruded Base Boss, что происходит вытягивание, синим обозначается, что происходит с моделью. Здесь вырезание, Extruded Cut, скругление, филет. Во Fusion 360 тоже весьма понятный интерфейс, даже несколько упрощенный. Он почти аналогичен Autodesk Inventor, который отличается тем, что работает локально, а Fusion 360 в облаке. Именно из-за этой работы в облаке я не стал продолжать изучать Fusion 360, так как необходимо постоянное подключение к интернету, а некоторые функции вообще работают только через сервер, что неудобно, так как не везде, где я живу, есть хороший постоянный интернет. Тем более там есть ограничения на количество открытых на редактирование моделей, и сами они тоже хранятся на сервере. Не чувствуешь себя хозяином своих же моделей. Autodesk Inventor в этом плане лучше, так как полностью работает локально, на вашем компьютере. Но что-то неуловимо отличается от Fusion 360, что не вызывает такого же желания много моделировать, как Fusion 360. В чем разница, сказать не могу. Fusion 360 мне ближе. Siemens NX считается самой продвинутой CAD-программой для сложных проектов, и многие советовали изучать ее. Но в реальности я не встречаюсь пока со столь сложными проектами. Для сравнения, SolidWorks предназначен больше для средних по сложности проектов. Но в нем разрабатывают огромные вездеходы с большим количеством деталей, с рамами из сварных деталей, корпусом из листового металла, гидравликой и электропроводкой. Также SolidWorks делают самолеты и яхты. Чего же еще сложнее искать для изготовления в одиночку или маленькой командой? Видео сравниваю часто с Plasticity 3D, в которой тоже работаю, но использую ее для быстрой визуализации идеи, а не для технической правильной конструкции. Допустим, у Plasticity интерфейс скуднее, чем у SolidWorks. Там очень мало функций для работы с моделью, которые можно нажать прямо из интерфейса. В основном их нужно вызывать через поисковую строку. Основное преимущество SolidWorks перед программами типа Plasticity – это то, что он параметрическая программа. Там все построено на размерах. Всегда можно изменить деталь или задать ее параметры. И можно связать размеры, чтобы они были связаны с соотношениями, вычислялись один из другого. Такого нет в программах типа Plasticity, и это очень неудобно. Хотя это другой тип CAD-программы, и это сделано для увеличения скорости моделирования, чтобы не думать о размерах в процессе работы, а только об идее. Внутри самих CAD-программ есть стандартный набор функций, а есть плагины. Если судить по родным добавлениям, то SolidWorks один из лучших, так как в нем есть изначально SolidWorks Simulation, анализ деформации, и Flow Simulation, анализ жидкости и газов. Например, в том же Inventor из коробки вообще нет анализатора потоков. У Autodesk это отдельная программа, CFD, которую нужно купить, изучить и состыковать с Inventor. Все это увеличивает вероятность проблем в работе. Также в SolidWorks есть добавление SolidWorks Toolbox, позволяет добавлять элементы крепежа. SolidWorks Motion Study. Этот инструмент нужен для проверки реальной работы механизмов, еще на этапе проектирования. Вот сейчас видите примеры того, как работает Motion Study в SolidWorks. В SolidWorks также есть очень ценные внешние плагины, например, Power Surfacing. Power Surfacing – это мощный плагин для создания и редактирования сложных суб и нумс поверхностей прямо в SolidWorks. К примеру, можно моделировать органические формы с помощью него намного быстрее и нагляднее, чем стандартными инструментами поверхностного моделирования. Суб-моделирование позволяет за короткое время сделать корпус той же машины без проблем с касательностью поверхностей, а после этого можно вырезать или выдавливать элементы. При моделировании в программах полигонального моделирования часто бывает нужен SolidWorks, потому что в них сложно сделать hard surface элементы, они получаются не идеально ровными. Гораздо проще сделать все hard surface элементы в SolidWorks. На этой машине колеса и гарпун были сделаны в нем. Для SolidWorks также есть еще один очень крутой плагин, который называется GearTracks. Он позволяет автоматически генерировать различные виды механических соединений.
Вы указываете параметры, дальше нажимаете «Создать», и у вас создается нужная вам шестерня или другое механическое соединение. В SolidWorks есть также такая вещь, как сборки. В сборках можно объединить большое количество компонентов, которые будут взаимодействовать между собой. В таких программах, как Fusion 360, сборок нет, поэтому если становится большое количество деталей, даже мощный компьютер начинает тормозить. Во Fusion детали находятся в одном файле, поэтому компьютер их считает сразу все вместе. А в SolidWorks они подгружаются из разных файлов и происходит обсчет только графики. А вот другая сборка гарпуна китобойного, который вращается и имеет тоже очень-очень много деталей. И как видите, он даже не застревает при вращении. Кстати, это старинный гарпун, который я делал по редким фотографиям, которые смог найти в интернете. Кстати, этот гарпун у меня сейчас стоит на крыше машины, которую вы видели ранее. Поэтому я попытался сделать его максимально исторически достоверным. Поскольку фотографий, по которым я моделировал гарпун, было немного, мне пришлось долго искать, где находились какие элементы, как они точно выглядели и зачем были нужны. А вот пример другого моего проекта, где я использовал сборки. Это сканер для книг, который я сделал для одного заказчика в SolidWorks. Еще одна из немаловажных вещей, которые есть в SolidWorks, это библиотека Design Library. В этой библиотеке содержится огромное количество различных элементов. Допустим, если зайти во вкладку Routing, мы можем найти в ней компоненты, связанные с коммуникациями. Вот, допустим, во вкладке Electrical мы можем найти компьютерные компоненты, компьютерные разъемы, крепежи и так далее. Допустим, перетащу из библиотеки компьютерный вентилятор. Вот, и уже мы имеем компьютерный вентилятор, который дальше можем легко использовать в своих проектах. Еще в SolidWorks есть поверхностное моделирование, Fillet Surface, Boundary Surface и плагин Xnorms. Это если не считать Power Surfacing. А также в Solid можно создавать конструкции из листового металла, как, к примеру, эта лестница. Вот, допустим, у меня на лестнице есть такой листовой элемент, вот этот лист. Я его могу в SolidWorks развернуть, нажав кнопку Flatten, и вот он разворачивается в такую форму. После чего мы можем сохранить его в формате DXF или DVG и отправить его на лазерную резку. После чего согнуть его в нужную форму по чертежу. Каждому подходит своя программа для его задачи и манеры работы. Если бы у каждой программы не было своих плюсов и минусов, то не было бы такого разнообразия программ. Я вам кратко рассказал о преимуществах SolidWorks и надеюсь, вам будет легче сделать свой выбор. С вами был Алексей Евтефеев. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео. Всем пока!